Альхамдулиллахи Раббил Алямин, вассаляту вассаляму аля набийна Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи вассаляма, баракаллаху фикум. Следующий вопрос. Мы продолжаем речь о единобожии. Ма хия хикматун фи ирсали русуль ва мад далиль. В чем мудрость наличия посланников? Зачем их Всевышний Аллах Субхану ва Тааля послал? И что является доводом тому? Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит, шейх говорит до этого, баракаллаху фикум, хия да'вату умамихим иля ибадати Аллахи вахдаху ван нахью ан ибадати ма сива. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля послал посланников для того, чтобы они призывали к поклонению одному Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля и запрещали поклоняться чему-то помимо Него Субхану ва Тааля. Вот далилю каулю Тааля, доводом тому являются слова Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля: «Валякад ба'аthна фи кулли умматин расуля». Мы послали в каждую общину посланника, они абудуллах, поклоняйтесь одному Аллаху, вот что-нибудь тагут, и посторонитесь всего того, чему поклоняются кроме Него. Шейх говорит: «Баян ма'аниль калиматиль атия». Разъясни некоторые слова вот из этого аята, такие как ба'аthна, мы послали, умма, община, расулян, посланник, абудуллах, поклоняйтесь Аллаху, вот что-нибудь тагут, и сторонитесь всего того, чему поклоняются кроме Него. Сумма шрахиляя, потом разъясни аят, вазкур ма юстафад мингу, и упомяни, какая польза берется из этого аята. Дальше шейх говорит: «Байн ма'аниль калиматиль атия». Разъясни следующие слова, то есть из этого аята. Ба'аthна, умма, расулян, абуду, ичтанибу, ат-тагут. Сумма шрахиль ая, потом разъясни аят, вазкур ма юстафаду минга, и упомяни, какая польза извлекается из этого аята. Аль-джаваб. Валякад ба'аthна, мы послали, ба'аthна ай ауджадна ва арсальна, то есть создали и послали посланников. Умма или фи кулли умматин, в каждую общину, умма джамаа минан нас, то есть группа людей. Расулян, посланника, ар-расулю ман ухия иляйхи бишар ва умира битаблигихи, говорит шейх, это тот, кому были внушены откровения и было приказано донести до народа эти откровения. Убудуллах, поклоняйтесь Аллаху, то есть поклоняйтесь вахидуллах, одному Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Иджтанибу, сторонитесь, аибтааду, будьте далеки от тагут, сказал люгатун муштакку минат тугьян, то есть языковое значение арабского слова тагут взято от слова тугьян, переходить границы. Вагуа муджавазатуль хад, это переход границы, то есть языковое значение. Вашарам в шариате куллю матаджаваза бихиль абду хаддаху. Все, в чем раб переходит границу, мин ма'буд, будь это в вопросе поклонения, ау матбу, или в вопросе следования, ау мута, или в вопросе подчинения. То есть если человек выходит границы в рамках поклонения, то в чем он перешел границу, из этой вещи он сделал себе тагут. А Всевышний Аллах приказал поклоняться только одному Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Если кто-то поклоняется кому-то, кроме Всевышнего Аллаха, он превращает эту вещь в тагута, даже если эта вещь сама не хочет быть тагутом. Как христиане Ису алейхиссалям превратили в тагута. То есть начали поклоняться Исе, при том, что Иса алейхиссалям сам не желал этого, сам не хотел этого. «Ма культу лахум илляма амартани бихи ани абудуллаха робби ва роббакум», говорит Иса алейхиссалям, как об этом говорит Всевышний Аллах, в судный день скажет: «Я им сказал только то, что ты мне приказал. Поклоняйтесь одному единому Господу моему и вашему». Поэтому Иса алейхиссалям сам по себе не тагут, но из него превратили тагута. Мадбур, в следовании, баракаллаху фикум, когда человек переходит границы дозволенной в следовании. Нам приказано в своей основе следовать за кем? За посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому мы говорим: ля илляха илlallah Мухаммаду Расуллах, нет никого достойного поклонения, и Мухаммад является посланником, то есть за посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, мы должны следовать. И если кто-то переходит границу и начинает следовать за кем-то, кроме посланника, в том, в чем нужно следовать только посланнику, или же ставит кого-то на уровне посланника, не говоря уже о тех, кто ставит посланника выше самого посланника, кто ставит кого-то помимо посланника выше посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, этот человек превратил этого человека в тагута, да. Допустим, как некоторые люди превратили имамов мазхаба в тагуты. Каким образом? Когда они видят,
что те или иные слова имама явно противоречат словам пророка, явно противоречат делам пророка, явно противоречат убеждениям пророка, и они дают предпочтение этим ученым, этим имамам над пророком, они превратили этих имамов в тагутов, или же в подчинении, баракаллаху фикум, в подчинении вопросов законов. Как, допустим, живут некоторые мусульмане, которые возомнили из себя, что они мусульмане, допустим, в местах заключения свободы, и руководствуются законами этих мест, так называемыми черными законами, как это называют. Эти люди поклоняются тагуту, следуют за тагутом, потому что дали предпочтение законам тюремным над законами Всевышнего Аллаха, субхану аталя. Всевышний Аллах, субхану валлаху яд'укум иля джаннати. Всевышний Аллах призывает вас к раю, а шайтан вас призывает к аду. И вы, следуя за законом тюремным, следуете за шайтану, вальязу бля. И этим самым вы превратили этот закон в тагута, следуя за ним. Также это касается уличных всяких понятий и так далее и тому подобное, когда дается предпочтение этим законам, этим понятиям над законом Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. И поэтому Всевышний Аллах послал посланников с каким призывом? Ани абудуллах, поклоняйтесь одному Всевышнему Аллаху, вот что-нибудь тагут, и сторонитесь тагута, то есть всего, чему поклоняется помимо Аллаха. Не следуйте за тем, зачем надо следовать только за посланником Аллаха, и подчиняется тот, кто дает предпочтение тем законам, которые противоречат законам Всевышнего Аллаха, Аллаху алям. Следующий, баракаллаху фикум, момент, шейх говорит: ишрахиль ая, разбери этот аят. Валякад ба'афна фи кулли умматин расуля ани абудуллаха вачтанибут тагут. Мы послали в каждую общину посланника с каким призывом? Поклоняйтесь одному Всевышнему Аллаху и сторонитесь тагута. И мы объяснили, что такое тагут. Шейх говорит: ахбар Аллаху та'аля аннаху арсаля фи кулли таифатин минан нас расуля. Всевышний Аллах сообщил о том, что каждой группе людей, то есть в истории всего человечества, Всевышний Аллах субхану тааля послал посланника. В Южной Америке были пророки и посланники, в Северной Америке были пророки и посланники, то есть в племенах индейцев, в Китае, баракаллаху фикум, даже в Папуа-Гвинее были посланники, потому что Всевышний Аллах сказал: «Валякад ба'асна фи кулли умматин расуль». И в Сибири везде были посланники, баракаллаху фикум, и в Африке, и в Австралии везде были посланники, как об этом сказал Всевышний Аллах субхану тааля, о том, что «Валякад ба'афна фи кулли умматин расуля». «Я'мурухум би ибадати Аллахи вахда, ва янхахум ан ибадати ма сива». И эти посланники приказывали им поклоняться одному Всевышнему Аллаху и сторониться поклонения всему тому, чему поклоняется, кроме Всевышнего Аллаха, субхану аталь. И поэтому шейх говорит: юстафаду минха, какая польза извлекается из этого аята, баракаллаху фикум, анна рисалята аммат кулля умма, то, что посланники или послание от Господа субхану тааля охватило собой всю человеческую расу, все человеческие общины без исключения. И наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, печать всем пророкам до судного дня для всех народов без исключения. И поэтому, баракаллаху фикум, тот человек, христианин, который слышит о Мухаммаде, саллаллаху алейхи ва салляма, мы, баракаллаху фикум, предлагаем ему выгодную сделку. Если ты примешь ислам, ты не потеряешь Ису алейхиссалям, но при этом приобретешь Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Баракаллаху фикум, если же ты зацепишься за ту религию, на которой нашел своих отцов, и откажешься от Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, то ты окажешься в проигрыше. Поэтому мудрый христианин принимает ислам, и этим самым он должен знать, что он не отказывается от Исы алейхиссалям, баракаллаху фикум. Иса алейхиссалям остается с ним, и при этом он приобретает Мухаммада, саллаллаху алейхи салям. Единственное, ему надо знать, что Иса алейхиссалям это пророк, посланник Аллаха. Он является одним из самых лучших из посланников, баракаллаху фикум. Второй шейх говорит: аннадин аль-амбия вахид вахуд таухид. То, что религия всех пророков без исключения была одно единое, это единобожие. Поклоняться одному Всевышнему Аллаху и сторониться всего того, чему поклоняются кроме Него. Третье. Анна ибадатуллахи ля тасиху илля бикуфри бит тагут. То, что поклонение Аллаха не будет действительным, если человек не откажется от тагута. То есть не может человек,
который говорит: я знаю, что Аллах достоин поклонения, и при этом поклоняется кому-то, кроме Всевышнего Аллаха. Или же дает предпочтение в следовании над пророком саллаллаху кому-то, или дает чьим-то законам предпочтение над законом Всевышнего Аллаха, он не может быть мусульманином, даже если он на лбу себе напишет, что он мусульманин. Этот человек не мусульманин. Мусульманин не может быть мусульманином до тех пор, пока он не будет соблюдать две части свидетельства, первой части свидетельства. Ля иляха, нет никого, нет ничего достойного поклонения, илля Аллах, кроме одного Всевышнего Аллаха. И вторая часть, Мухаммадун Расулюллах. Значит, баракаллаху фикум, Всевышний Аллах создал нас для того, чтобы мы поклонялись одному Ему. И послал пророков донести это до нас. И пророки не просто донесли до нас, что мы должны поклоняться одному Всевышнему Аллаху субхану ва тааля. Пророки также донесли до нас, как Всевышний Аллах хочет, чтобы мы воплощали ту цель, из-за которой Он нас создал. Валлаху а'ля ва алям, ва джазакум Аллаху хайра.